Здравствуйте, дорогие мои любимые мои зрители! Добро пожаловать на мой канал, вы на Мальфаровой свече. Смотрите, какую я приготовила свечу, ну такую мощную. Давайте мы посмотрим, что через нее сегодня нам откроется, что мы узнаем. Любимые мои, подумайте сейчас, загадайте ваши вопросы к мирозданию, да. Если хотите кого-то почистить, а у нас еще и чистка идет, да, то визуализируйте, пожалуйста, образ человека, который вы хотите почистить. Смотрите, какой фитилечек, видите, в образе косички. Прелесть какая, да? Ну что, давайте мы начнем работать, мои любимые. Прямо сейчас подпишитесь, кто еще не подписан. Для меня это очень важно и очень-очень приятно. А для вас это удобно. Да, это удобно для вас. Всегда будете получать ссылочку, да. YouTube покажет вам, что вышло новое видео. Это же здорово. Так, смотрим, смотрим. Вы знаете, какой-то знак идет. Знак связан с каким-то довольно-таки далеким прошлым. Это может быть, например, песню вы услышите, которую вы любили там в юности, допустим, да, или давно. Вот. И этот знак, он будет связан с каким-то человеком. Может быть, вы даже и расстались когда-то, и что-то произошло, или другие люди помешали, да, вашей паре, как-то вашей любви, вашей дружбе. Вот вы только этот знак получите, и очень скоро, буквально, может быть, в течение дня или на следующий день вам будет какой-то звоночек, смс, какая-то новость, какое-то известие связано с этим человеком, и либо от этого человека. Вы еще подумаете, ну надо же, да, вот знак. Вот только вот вспомнила это время, как будто притянула, да, через эту песню, через свои воспоминания какого-то человека в вашу жизнь. Но вы знаете, что так оно работает, да. Мы можем притягивать через годы, через расстояние очень сильной эмоции какой-то, которая вспыхнула, да, другого человека. Это возможно. Мы все связаны невидимыми нитями, понимаете, невзирая, когда мы были вместе, когда между нами было взаимодействие. Так, дальше, дальше. Кто-то будет снимать розовые очки. Знаете, такое ощущение, когда ну вот вы сильно верили в кого-то, да, и не замечали каких-то недостатков. Может быть, вам люди говорили, да ну посмотри, посмотри там на него. А мы надеемся, любим, верим, оправдываем, вот. Но это и не слабость, это все-таки сердце просто, которое хочет быть рядом, хочет тепла и все-таки любит верить, надеяться, понимаете? Но приходит момент, когда вдруг начинаешь видеть ясно все, да? Как будто кто-то вот снимает бережно вот эту пелену, и думаешь, а как я могла вот раньше этого не замечать? Вот кто-то будет снимать розовые очки, видеть человека как-то более ясно, явственно и понимать, что он, возможно, даже не совсем тот, которого мы себе представляли. Вы знаете, вы будете даже на пороге выбора важного. Возможно, допустим, идти дальше по дороге жизни или нет. Здесь показан человек, который, возможно, и причинял вам боль. Может быть, неосознанно, может быть, и намеренно. Вот. Но вы, как, знаете, вырвались, в общем-то, из этих... Выросли из этих коротких штанишек, да, вырвались из этого, ну, плена, этих своих очков розовых. Вы знаете, он будет пытаться вас удержать, этот человек. Да, он будет пытаться вас удержать. Для него будет шок. Как это вы говорите нет, да? Но здесь как будто вот вы говорите, так, хватит. Нет, я выбираю себя. И это не месть, это не обида, это просто вот осознание ясное, четкое, да, ситуации, положение своего, истинных черт характера человека, да, и выбор себя и своего какого-то нового пути, нового будущего. Так, вам идет, между прочим, искренняя поддержка в этом решении. Есть люди, которые желают вам счастья. Вот даже есть люди показаны, которые будут как аплодировать, но это как тоже их, ну, восторг, может быть, вашим поступкам, да, их поддержка, конечно, однозначно. Так, ваши ангелы-хранители будут вас поддерживать. Вот видите, крылья прямо над человеком, это ангелы ваши. Тоже хотят, чтобы вы были счастливы, да. Так, еще какой-то идет подарок от мироздания. Знаете, как какой-то приз, который вы заслужили. Здесь идет такой момент, что-то будет у вас как повышаться, какая-то ваша чувствительность, может быть, развиваться даже ваша интуиция. Вот.
какой подарок. Может быть, ясновидение у кого-то откроется, да. Здесь может быть подарок в виде новой встречи какой-то. Вот показан, пожалуйста, мужчина. Ладонь, протягивает руку, ладонь открыта. В ладони что-то лежит. Что в ладони? Что в ладони? В ладони, знаете, знак сердца. Вот как мы иногда можем нарисовать на запотевшем стекле, да? Сердце. Да, мужчина будет давать вам свое сердце. Вот видите, какие подарки щедрые от мироздания. Надо верить. Так, и больше делать добрых поступков, конечно. Так, вообще, в принципе, идет новое начало во многих сферах. Вот вижу, как вы садитесь как в лодочку. Это что-то новое, лодочка новая, то есть вы в ней еще, как говорится, не плавали. Вот, будете себя пробовать в каких-то новых жизненных сферах. Вы найдете, куда двигаться. Может быть, кто-то из вас, дорогие мои, вот вы что-то умеете, да, к примеру, вы классно рисуете, да, ну и попробуйте, может быть, нарисуйте какие-то рисунки свои, отправите куда-то, да, на какой-то конкурс, допустим, да, или просто попробуйте выставить где-то и продавать, да, в том же интернете. Вот что-то такое, знаете, то, что вы еще не пробовали, вы используете очень классно для вашего развития, какие-то ваши, может быть, таланты понравятся другим людям, да, предложите вот так вот. Так, вообще идет какой-то момент такого полного расцвета вот вас и как женщины, и как личности. Вот так вот я бы сказала. Так. Смотрите, тут бывший какой-то нарисуется. Так, бывший, который приносил, причинял вам боль. И человек, вы знаете, как прилепится, такой прямо, такой вот, не знаю, как пиявка прямо. Что это он вспомнил, да, прилепится. Давай давить на жалость, давай вот и люблю, и не могу, и я изменюсь, и я изменился. Да, бывает такое, что человек изменится. Но вот этот, насколько я вижу, я не вижу, чтобы он изменился. Вот. Это все красивые слова, понимаете? И здесь вот вам совет. Будьте, как вам сказать, ну как бы решительны. Если он увидит какую-то вашу мягкость, что вы его жалеете, да, он вам там что-то рассказывает, он будет все больше и больше давить. А если вы резко, да, не выслушивая вообще, скажете: нет, все, конец, до свидания. Вот так вы быстрее отделаетесь от него, потому что он вам не нужен, вообще не нужен, нет. Это что такое прошлое, заскорузлое, вообще не надо вам этот человек ни разу. Так, дальше. Ребенок стоит на пороге какого-то выбора. Выбор судьбоносный. Вы знаете, его решение будет правильным, чистым. Вот. И даже есть такой сигнал от высших сил, что не вмешивайтесь, да, не мешайте, не спорьте. Пусть человек, маленький человек, выберет сам. Вот. А вы просто примите. Возможно, вы, например, ему говорите: давай пойдем вот этим будешь заниматься там, и либо вот этим, да, ну я не знаю, там, допустим, фигурное катание там, либо рисование. Но это я так говорю навскидку. Пусть сам выберет, потому что это судьбоносно. Ему в жизни потом то, что он выберет, это будет его и хлебом, понимаете, его реализацией, вот, его счастьем, в конце концов. Поэтому пусть выберет сам, не ломайте через колено. В конце концов, верьте в своего ребенка. Знаете, что наша вера — это для наших детей, это крылья, когда мы в них верим. Вот, дальше. Смотрите, как будто фигура беременной женщины прорисовалась. Ну, понятно, что по прямому образу эта беременность кому-то идет, да? Возможно, желанная, долгожданная. Но тогда хочу сказать, так животик такой хороший, такой кругленький. Должно быть все хорошо. Если мы смотрим еще со стороны эзотерическим взглядом, это, в принципе, говорит, это вообще сильный, светлый знак. Говорит вот о рождении чего-то нового, любви, отношений, надежды, талантов, да, реализации талантов, какого-то бизнеса, допустим. Вот. Это еще может показывать, что придет в вашу жизнь человек, да, который вас избавит от одиночества, заполнит пустоту, вот, которая есть, допустим, на сердце. Ну, заполонит как-то ваше время, ваши мысли, ваше будущее, вашу реальность. Вот так скажем, очень хороший знак.
Вот. Ну, вокруг вот этой истории, то, что я рассказала сейчас, есть, ну, такой туман, как бы сказать, это люди, которые то ли наблюдают, как же это все будет происходить. Но наблюдают так, ну, получится, не получится, мы еще посмотрим, да. Ну-ка, посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Либо даже, знаете, может быть и напрямую, даже и завистники. Так тоже бывает. Когда вот напрямую. Потому что, видите, немножечко такое вот у нас тут серенько тогда вылилось. Может такое быть. Так, дальше. Идет знакомство с мужчиной, это новый человек. Смотрите, показан очень-очень светлым. Это, конечно, у нас как и черты характера, да? Вот светлый человек, мы же все знаем, что это значит, да? Это значит не мстительный, не злой, возможно, там не употребляет какие-то слова, которые вообще режут слух и не хочется их слышать, да, то есть такой дружелюбный, вот. Также это может еще показывать, что он в принципе светлый, светленький, да, светлые волосы, светлые глаза, вот так может показывать. Так, человек, с которым рядом будет тепло, легко, уютно, приятно, вот так скажу. Это новое знакомство совсем. Здесь даже, знаете, ну, такое ощущение, что вот вы знакомитесь, и женщина так думает, да, опять что-то, какая-то чепуха. Уже это было, да, познакомлюсь, иду на свидание, а он никакой, вообще не интересный, вообще какой-то странный. И вот женщине так вроде внешне нравится, а мужчина думает, ну ладно, ну хорошо, попробую еще раз. И окажется, что вот он такой прекрасный будет, понимаете, этот мужчина. И женщина потом еще долго будет думать, боже, если бы я не пошла. Если бы я не пошла, я бы его просто подарила кому-то другому, какой-то другой женщине, да? Потому что, ну, такой человек не может пропадать, как говорится, долго один. Пусть даже найдется, но была какая-то женщина, которая, может, его недооценила, да, чего-то ей там не хватило, но всегда найдется та, которая это будет прекрасно и даже слишком, да? Вот, поэтому вы будете прямо радоваться, что вы это сделали. Поэтому, дорогие мои, вот эти шансы, которые идут в вашу жизнь, вы их, пожалуйста, используйте, да, выходите на свидание, если вы в поиске, пожалуйста. Так, дальше. У кого-то есть, знаете, как страх старости. Вот смотрит человек в зеркало, и морщинки замечает, и как-то такая какая-то боль в душе, да, что все, ничего хорошего уже не будет в жизни. Да вы себе не представляете. Вот кто так чувствует, да, и вы пришли сейчас на мою отливку, я вам скажу, у вас впереди столько еще прекрасного всего будет. Столько интересного и теплых встреч, и любовь будет такая спокойная, такая настоящая, знаете, когда люди не боятся, что их бросят, не боятся предательства, потому что они, ну, 100% видят человека насквозь и понимают, что, ну, он верен, да, он предан, он любит, он хочет быть рядом и будет всегда, как, знаете, вот говорят, да, и в печали, и в радости. Вот такая уже любовь, такая зрелая, она впереди. Вот кто сейчас один, девочки, кто сейчас боится этих своих морщинок, и вам кажется, что все закончилось, это не так. Это не так, любимые мои. У вас все прекрасно, еще полно прекрасного впереди. И вообще здесь показана долгая жизнь, долгая. И все хорошо во всех сферах. Я вижу и здоровье хорошее, да, и какие-то новые горизонты будете открывать. То есть это не такая вот какая-то скучная, знаете, скучный кусок жизни, когда вот там сидеть только на заваленке до семечки плевать. Нет, 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 нет. Тут совсем идет иная картина у меня. Любимые мои, прямо сейчас провзаимодействуйте с видео, да, поставьте лайк, подпишитесь, чтобы это действительно и сработало и для вас. Вы должны мирозданию показать, что я это хочу, мне это подходит, мне это нравится, понимаете? Вот. Так. Какие-то изогнутые вижу или испачканные какие-то деньги, какие-то монетки, знаете. Ну вот когда я вижу в таком образе монетки, это всегда что-то такое, знаете, долги, кредиты, вот какие-то деньги, которые вот почему-то не могут задержаться, все уходят, да. Смотрите, вот прямо на глазах получается, что вот эти вот денежки, да, изогнутые,
они как меняются, они как становятся такими кругленькими, такими яркими, прям вот золотыми, что называется, да, прямо блестят. И так складываются в корзиночку какую-то. Вы знаете, здесь у кого-то либо заканчивается период вот этих долгов, кредитов, да, например, выплатили, закрыли, сказали, фух, и больше я туда не ногой, да, либо, ну, кто-то вам помог закрыть это все, либо, может быть, это вот долги, потому что маленькая зарплата или работы нет. Вот эта ситуация заканчивается, вот наконец-то такие хорошие, такие красивые денежки в ваши ручки поплывут, в ваши карманчики, и даже вы сможете откладывать, копить на что-то, я не знаю, на будущее, ну, на что-то, на что вы хотите, да, на дом, на автомобиль, на путешествие. Кто-то, может, хочет мотоцикл какой-то крутой там или велосипед. Ну, велосипед, конечно, хотя есть такие велосипеды, что и подороже автомобиля, да, вы же в курсе. Но это, конечно, для избранных, там прям такое, я имею в виду желание для избранных, да. Не каждый прямо будет копить на такой велосипед. Ну, ладно. Вот, поэтому, любимые мои, не боимся, да, не боись, как говорится. У кого проблемная ситуация сейчас финансовая, она будет меняться прямо вот на глазах. Или работу найдете, или спонсора какого-то, правда жизни, да, вот, или сами справитесь, выкрутитесь, что-то будет хорошо, идет вот радость финансовой свободы, вот. Так, кстати, смотрите, здесь идет для кого-то в этой сфере может быть помощь от какого-то человека. Хотела сказать мужчины, нет, не скажу, что мужчина. Потому что вижу зонт. То есть человек, который поможет, он спрятан. Он закрылся зонтиком от нас, понимаете? Что это может значить зонт? Смотрите, с одной стороны, это может показывать, вот человек, который держит зонт над вами, значит, защищает вас от невзгод, да, от дождя, от снега, образно говоря. С другой стороны, зонт это еще у нас может быть такой момент, что вы с этим человеком либо познакомитесь, либо будете общаться, либо какой-то совет получите важный, супер важный, мега важный, да, например, в момент, когда дождь идет, да, вот, обратим на это внимание, это что тогда значит этот зонт, правда же? Так, ну поэтому нам и не показано, мужчина либо женщина, важно другое, видите, важно другое, другое нам и показали. Так, какой-то человек, который сам виноват в разрыве, в потере отношений. Не обязательно, опять же, мужчина, может быть, женщина, ну, поссорились с подругой там, да, могут быть родные люди. Человек осознал свой какой-то проступок, и человек этот стоит на вашем пороге, он уже стоит на вашем пороге, но он как, не знаю, какой-то страх испытывает, вот постучать в вашу дверь, в ваше окошко, да, но очень скоро он все равно это сделает, потому что вот эта мука, знаете, то, что вы не общаетесь, это человека очень-очень огорчает. Вот. Но здесь будет примирение у вас, оно будет теплым, оно будет искренним, да, искреннее прощение. И искреннее же, когда человек попросит прощения, это будет очень-очень искренно. Поэтому вот такие тут у нас метаморфозы. Смотрите, вот еще поверну, смотрите, у нас тут какая женщина прорисовалась. Видите, какой у нее носик такой вверх. Ну, вот это то ли прическа такая странная, да, только это шляпка. Женщина, которая у нее длинный носик такой, она вот из тех, которые хочу все знать. Хочу все знать. И особенно хочу знать о каких-то нелицеприятных моментах, о тех моментах, которые люди скрывают, не хотят, чтобы о них знали и говорили, да. Вот прям принюхивается, видите? Хочет все знать. Я не вижу пока, чтобы она это распространяла, но идет поиск какой-то информации. То есть храним информацию, закрываем ее, да, ставим пароли там на своих гаджетах, допустим, да, стараемся как бы и лишнего тоже не болтать, потому что вот это вот показана здесь какая-то дамочка, которая хочу все знать. Ну вот, любимые мои, такое у нас сегодня гадание. Почистились. Смотрите, столько грязи вылилось, да? Всех люблю и обнимаю, всех благ желаю. Пускай все самое лучшее сбудется. А то, что не очень вам понравилось, пускай будет вам предостережением, советом, как обойти, да, как обойти какую-то негативную ситуацию. И всех люблю, и всех обнимаю. И до новых встреч. Приходите ко мне еще, мои прекрасные зрители.